Наташа родилась в пригороде и с детства была послушным и отзывчивым ребенком. Родители в ней души не чаяли, ведь дочь росла единственной. В школу она пошла с 6 лет. Родители ею гордились, всем в селе хвастали, какая у них растет умница, красавица. Но Наташа не очень любила школу, зато ей нравилось общаться с друзьями. Когда она подросла, за девочкой начали бегать мальчики. Многие в деревне восхищались красивой и статной невестой. В скором времени девушка влюбилась в одного кавалера, о котором ее предупреждали родители. Говорили, что оберется она с ним. Да не верила юная красотка, упорно защищая местного Гену. Не знала она, что чувства парня окажутся наигранными. «Дочка, намучаешься ты с ним», — заявляли родители Наташи, но она отмахивалась. «Я не буду жить по вашим уставам, я его люблю и точка». «Мы с матерью тебе лишь добра хотим», — продолжал папа. «Не понимаете вы меня», — с горечью отвечала Наташа. С тех пор в семье начались ежедневные ссоры. Дочь отстаивала свое мнение, а родители – свое. Вскоре на фоне переживаний у отца случился сердечный приступ. К сожалению, его не стало. Наташа долго не могла прийти в себя. Поведение страдающей по отцу девушки надоело жениху. Он перестал ее приглашать на прогулки, а со временем стало ясно – Наташа забеременела. Она с радостью поспешила сообщить об этом парню, но тот бросил девушку. Наталья долго переживала после их расставания. Мама уверяла ее, что поможет воспитать ребенка. Мальчик родился в положенный срок, и стали жить они втроем: старенькая мать, брошенная Наташа и маленький Семен. Пришел черед и матери Натальи. Ее не стало спустя 3 года после смерти отца. Женщине пришлось растить одной малыша. Это было очень трудно, в школе мальчика особо не жаловали. Одноклассники возмещали на нем злобу, называя его брошенным. Семен не жаловался, чтобы не расстраивать маму. Как-то он рассказал друзьям, что в его сарае поселился домовой. «Представьте, у нас домовой поселился, самый настоящий», — твердил он в школе. «Хватит свои небылицы нам рассказывать, никаких домовых не бывает на свете», — хохотал Вадик, который в классе был старше всех. «Бывает, знаете, как он несчастно выглядит?» — возмущался Семен. В тот день одноклассники отвернулись от мальчика. Учительница подслушала этот разговор. Она стала переживать о душевном состоянии ребенка и решила поговорить лично с матерью. «Знаете, Наташа, мне кажется, что у вашего сына серьезные психологические проблемы. Нужно лучше следить за ним», – произнесла при встрече учительница. «Я слежу за ним, работаю, чтобы у ребенка было все», – оправдывалась женщина. «А почему тогда над Семеном одноклассники издеваются? Он все больше и больше закрывается в себе», — продолжала учительница. Разговор был недолгим. Он закончился спустя минуту. Возвращаясь с работы, Наташа столкнулась со своим начальником. «Привет, красивая!» – произнес тот. «Куда идешь сегодня?» «Домой, как всегда. А что?» «Ну, накорми меня сегодня, да спать положи», – предложил мужчина. «А я должна это делать?» «Да, должна, потому что я люблю тебя». «Не верю я ни в какую любовь», — вздыхая, сказала Наташа. «Все равно будешь моей», — произнес яростно Эдуард, смотря вслед уходящей сотруднице. Придя домой, женщина снова услышала от сына небылицы про домового, живущего в сарае. «Ты все выдумываешь, а меня в школу вызывают», — сказала она ребенку. «Я ничего не выдумываю, это правда. В нашем сарае поселился домовой», – протестовал Семен. «Пошли, покажу тебе его». Наташе пришлось пойти за сыном в сарай. Какой-то холодный страх овладел ею. А дойдя до сарая, женщина буквально закричала от ужаса. В углу сидел чахлый парень и питался объедками.
«Мама, не кричи, это же домовой, всего-навсего домовой». «Нет, Семен, это не домовой. Откуда он здесь?» Незнакомец вдруг встал на колени перед ними и попросил: «Только не вызывайте полицию, пожалуйста. Я бездомный. Моя девушка опоила меня клофелином и заставила переписать на нее жилье. Меня предали. Сюда, в вашу деревню, я добирался сутки через лес. Увидел этот сарай и упал без сил. Пожалейте меня. Я так благодарен вашему сыну. Он не дал мне умереть с голоду». «И долго вы здесь уже?» – спросила Наташа. «Я не знаю. Мне страшно куда-то идти из-за своего вида. Даже вы испугались и закричали. Куда мне идти-то без документов?» «А как звать вас, домовой?» «Виталик». «Ну хорошо, не выгоню. Пошлите, баню растоплю. Эх, живите у нас пока». «Вы серьезно?» – ответил обрадованно молодой человек. «Не выкинем же мы вас. Восстановите документы, а там посмотрим. А пока живите спокойно». Парень был очень благодарен своим спасителям. Виталий с удовольствием общался с сыном, помогая ему по учебе. По воскресеньям они ходили на реку ловить рыбу. Наташа не могла поверить, что ей повезло встретить такого доброго и трудолюбивого мужчину. Спустя какое-то время она поняла, что уже не хочет, чтобы Виталик ушел от них. Однажды парень даже поставил на место ее начальника, который пришел в дом за желаемым. После того случая они сблизились. Но белым жизненным полосам свойственно заканчиваться. На смену им приходят черные. Холодной зимой мужчина заболел воспалением легких. Женщина видела, как он теряет сознание, когда сидела рядом с ним несколько ночей подряд. «Виталик, что с тобой?» «Умираю, кажется», – прохрипел парень. «Нет, не надо. Я все сделаю, только одну меня не бросай», – зарыдала девушка. «Я люблю тебя, Наташ. Мне так хочется, чтобы ты была счастливой», – произнес Виталий. «Ты говоришь, будто уходишь из жизни», – закричала женщина, но он уже не отвечал. Потерял сознание. Наташа вызвала скорую. Врачи говорили, что она вовремя позвонила им, иначе еще чуть-чуть, и молодой человек ушел в мир иной. Через пару месяцев Виталик выздоровел и смог вернуться домой к Наташе. Вскоре она вышла за него замуж, а Семен гордо прохаживался школьными коридорами и всем говорил: «А знаете, кто мой папка? Домовой. Да-да, именно так, домовой».